Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня у меня в обзоре для вас ультрамодное пальто Double Face. Пальто из двусторонней ткани. И двухсторонняя ткань, этот эффект меня подтолкнул на мысль создать двухстороннее пальто. Пальто, которое можно носить на две стороны. Но так, чтобы это пальто было интересно, по-новому звучало, я добавила оригинальный прием в отделке. Это прием аквариум. Аквариум, вот вы видите на карманчиках. Кстати, я вам показываю эту двухстороннюю ткань чудесную. Она в достаточно контрастном цветовом решении, в разных оттенках, в бежевых, в синих, в зеленых. Хороша в носке. Мы из такой ткани шили, шьем и будем шить подобное пальто, так как фасон этот в тренде уже несколько лет. Фасон так называемый оверсайз, или по-простому такой халат-накидушка. Вот вы видите его спущенное плечо, безвыточная основа. У меня здесь нет ни швов, ни заднего, ни боковых, ни пуговиц. Он предусматривается, этот фасон, под пояс, но я эти пальто демисезонные ношу вот так вот в свободном полете. Отделка швов эко-кожей. Вот вы видите на манекене пальто на сторону без аквариума, но при необходимости, при желании, буквально легким движением руки наше пальто из обыденного, повседневного превращается вот в такой оригинальный, эксклюзивный вариант. Вариант, когда ты ловишь на себе взгляды, когда тебя хотят рассмотреть поближе. Вариант с деталями. А я люблю обязательно какие-то детальки использовать. У нас за несколько минут в гардеробе появилось абсолютно новое пальто. Было светлое в светлом колорите с темной отделкой, а превратилось в темное. Но вот с такими чудесными карманами, воротником, так называемым аквариумом. Вот вы видите обработка швов. Все это легко, красиво, аккуратно обработано, и дает нам эта обработка возможность пальто выворачивать на ту или другую сторону. С этой обработкой нам нет необходимости в припусках. На это пальто расход ткани 2 метра. Ну и дополнительно необходимы шерстяные ниточки для нашей композиции аквариума и эко-кожа, или же готовые канты продаются, или же натуральная кожа, в зависимости от ваших пожеланий. А также ваша усидчивость, чтобы поколдовать вот с этой красотой. Это несложно. Ниточки выкладываются, в некоторых местах закрепляются и перекрываются сеточкой. Край заметывается, и все это обрамляется кожаным кантом. Вот такой оригинальный, интересный аквариум в нашем пальто оверсайз я вам сегодня продемонстрировала. И вот именно этот прием делает ваше пальто эксклюзивным, необычным. Мы с вами разберемся с моей выкройкой, а также я вас познакомлю с этим чудесным приемом обработки, который я использую, так называемый аквариум. Здесь у меня есть варианты изготовления пуговицы, возможно, обработка манжетов этим приемом. Сейчас мы на столе это все с вами рассмотрим. Пожалуйста. Друзья, перед вами рисунок моего пальто, а также дополнительно я сделала схему выкройки с размерами в верхней части нашего воротника
плечевого пояса проймы. Я указала размеры кармана, длину по спинке, длину рукава, отворота, длину плеча, некоторые размеры. Это модель пальто оверсайз. Это пальто подходит для размеров, начиная от 48 и заканчивая 60-м. Здесь использована двухсторонняя ткань. Ткань Double Face. И эта ткань меня вдохновила на создание пальто Double Face. Но наше пальто подобное вы можете сделать и из односторонней ткани. Можно также поставить это пальто на подкладку, ну и стандартный вариант. Конкретно в моем случае, для моего пальто, и учитывая, что оно двухстороннее, я использовала отделку кантом. Припуски на швы я не давала, так как швы у меня собираются в стыковку, так называемый способ швы в стыковку. Все должно быть аккуратно обработано как с одной стороны, так и с другой. Ну и учитывая, что опять же это двухстороннее пальто, для застежки используются кнопки. Ну, можно его вообще не застегивать, оно облегченное под пояс. Для того, чтобы это пальто было двухсторонним, нам необходимо 4 кармана. В моем случае на одной стороне использован такой прием декоративной обработки, как аквариум. Вы видите, изображены карманы и воротник с этой техникой. А на другой стороне 2 других кармана, они обычные, без аквариума, просто обработанные кантом. Сейчас я вам покажу эти карманы. Вот вы видите карман крупным планом с аквариумом, с этой техникой. На обычной ткани прикрепляются ниточки. Ниточки раскладываются в разных уровнях. В одном цвете, потом второй уровень в другом цвете. Ну и на завершение вот в белом цвете. Все это прикрепляется в некоторых местах, закрепляется, чтобы во время ношения эта вся наша красота не съезжала под сеточкой. И сверху закрепляется сеточкой. Ну и потом все припуски входят в нашу окантовку. Сеточку необходимо предварительно проутюжить. Также необходимо давать небольшую свободу 0,5, для того, чтобы наша декорация не затягивалась. Вот я подготовила несколько таких приемов аквариума в разном колористическом наполнении в зависимости от цветовой гаммы. Вот вы видите различные варианты ниточек. И они закреплены сеточкой. Также возможно прокладывать ниточки в шов распашивалкой. Они чудесно закрепляются и тоже очень декоративно, красиво смотрится этот шов. Ну вот здесь у меня заготовлены пуговички с таким же приемом. Все очень интересно, красиво. Вы также можете подобное использовать, подобный прием аквариума. Декоративный, изысканный, оригинальный и выразительный. Ну вот вы видите карман с аквариумом, а с этой стороны шов в шов у меня карман без аквариума. Все аккуратно совмещено, обработано. Вначале был карманчик обработан кантом, а потом они вместе были соединены и дана закрепляющая строчка. Ну и соответственно для такого способа мне понадобилось 4 кармана. А вот наш воротник. Вы видите, также здесь закреплены ниточки под сеточкой, а с этой стороны просто ткань. Ну и
Все это аккуратно, максимально, без припусков, вот этим методом стыковкой собрано. Вы видите узел соединения воротника с лацканом, стойка, плечо, ну и далее все это заходит в шов, соединяющий пальто с рукавом. Больше на пальто других швов нет. Это пальто без заднего шва и без бокового. Здесь у нас только вшиваются рукава, пришиваются карманы и воротник. Вот такой чудесный вариант кроя, обработки нашего пальто. Предусматривается пояс длиной 1,70 м, и он также обработан аккуратно кантом в один слой. Посмотрим на мой рисунок с размерами по рукаву, по длине спинки, но опять же длину вы можете регулировать под себя. Это может быть укороченный вариант курточки, может быть удлиненный. Это уже под ваши пропорции, под ваш рост, под вашу фигуру. Теперь переходим к моему фрагменту. Здесь на фрагменте выкройки видно лацкан, видна выточка, которая идет с плеча, с горловины, привязка, проймы, все размеры даны. То есть по этим размерам вы можете без труда сделать выкройку. Но опять же, эта выкройка подходит от 48 до 60 размера. Это сгиб по спинке, сгиб, бокового шва нет, но вы можете их сделать при необходимости. Учитывая, что эта модель без подбортов, она у меня поместилась в одну ширину ткани. Также в эту же ширину поместился мой пояс. И далее карманы, рукав и воротник. На все мне понадобилось 1,80 м ткани. Ну, максимум 2 метра. Так, чтобы вам свободно, спокойно все разложить. На основе этой выкройки вы достроите рукав, достроите воротник, покроите пальто, и все у вас получится. Мы с вами подробно все рассмотрели. Это любимое мое пальто. Оно легкое, оно без подкладки. Пальто-накидушка. Набросила, как взула и забула. Набросила и побежала. В нем комфортно, легко. Я люблю такие пальто, которые очень функциональны и в то же время интересные и оригинальные, необычные. Я надеюсь, что это пальто и вам понравится. Мои идейки. Пишите в комментариях, ставьте пальчик вверх, ну и подписывайтесь на мой канал, не забывайте, кто еще не подписался. Всего вам доброго, до скорых модных встреч на канале Мода с Ладанной.